Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь с вами я, Сергей Алексейчик. Сегодня мы побываем в Яффа. Не в самом старом Яффа, который заслуживает отдельного рассказа, а в Яффском порте. Это один из древнейших портов в мире. Считается, что именно здесь Ной построил ковчег, на котором спасся во время всемирного потопа. А ветхозаветный пророк Иона именно через Яффский порт бежал в Таршиш. Это территория современной Испании. Когда Господь направил его в город Ниневия призвать жителей этого города к покаянию, он ослушался воли Бога и бежал. На протяжении многих тысяч лет сюда прибывали корабли из Финикии, Египта, Греции, Рима и других стран побережья Средиземного моря. А во времена царя Соломона именно через Яффский порт переправляли ливанский кедр на строительство храма в Иерусалиме. Этот порт видел армии Александра Македонского, Помпея, Цезаря, египетских фараонов, в частности, фараон Тутмос III направлял сюда свою армию. Но сегодня я постараюсь вам показать то, каким его видели этот порт христианские паломники 19-го, начала 20-го столетия. Странствие на Святую Землю было долгим и небезопасным, вне зависимости от того, избирался сухопутный путь или морской. Основной поток паломничества шел из России. В середине XX века на одного паломника из Западной Европы приходилось до 100 русских богомольцев. Сухопутная дорога к далекой Палестине проходила через горы Кавказа, территории Турции и Ливана. Путешествие занимало от нескольких месяцев до года. Отношение местных жителей, мусульман, не отличалось особой теплотой к иноверцам. Они рассматривали путешественников как источник для получения бакшиша, своего рода взятки за проезд через их земли. Морской путь был более кратким по времени, но не менее сложным. Паломники, как правило, заказывали каюты 3-го класса, и 2-недельный срок достигали порта Яффа. Корабли, на которых должно было размещаться 200 пассажиров, могли взять на борт 400. И во время плавания пассажиры ощущали острый недостаток в самых элементарных услугах и удобствах. Сегодня Яффа – это уютный туристический район города Тель-Авива, на берегу которого расположились рыбные ресторанчики, художественные галереи и сувенирные магазины. Но на протяжении тысяч лет он был важным городом-портом, ближайшим к Иерусалиму. Особенность Яффского порта была в том, что корабли не могли подойти к пристани, так как в этом районе множество подводных камней. Корабли в километре от берега становились на рейде, и местные жители на лодках переправляли пассажиров и грузы на берег. Вот что написал в своих воспоминаниях Николай Николаевич Шипов, который побывал на Святой Земле в 1861 году. Утром 9 апреля пароход снялся с якоря, и мы простились с Бейрутом. А на другой день в 5 часов утра увидели Яффу. Этот небольшой город расположен на довольно возвышенном холме, близ самого моря. Издали очень красив, окружен садами с лимонными, апельсинными и другими плодовыми деревьями южных стран. Лишь только пароход наш встал на якоре, как тотчас же пристало к нему множество яликов, баркасов, с которых турки, греки и арабы с удивительной быстротой и ловкостью вскарабкались на пароход. Наперебой друг перед другом старались зазвать к себе пассажиров. Насильно брали багаж, детей и самих пассажиров. Причем багаж попадал к одному лодочнику, а хозяин его к другому. Произошло такое смятение, гам, крик, особенно женщин и детей, что трудно и описать. Русские богомольцы устранились от этой суматохи и дали волю азиатам. Достигнув берега, пассажиры должны были пройти через таможню. Сегодня можно увидеть ее разрушенное здание времен британского мандата, то есть первой половины XX века. Британская же таможня была построена на месте здания турецкой. После прохождения пограничного контроля состоятельные пассажиры устраивались в гостинице, а простые богомольцы спешили в греческие и армянские монастыри, расположенные неподалеку, на берегу. Эти монастыри сохранились и по сей день. Армянский монастырь
святого Николая был основан на этом месте еще в византийские времена. Сегодняшняя его история началась в XVII веке. А греческий православный монастырь Архангела Михаила или Архангелов также был основан в византийские времена на этом месте. Его современная история началась в 1852 году, когда он был отремонтирован усилиями иерусалимского патриарха Кирилла II. Именно в их стены всматривались паломники с моря, благодаря Бога за возможность увидеть святую землю. А в мае 1881 года, стоя на стене греческого монастыря, всматривался в морскую даль архимандрит Антонин Капустин, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, ожидая увидеть фрегат «Герцог Эдинбургский», на борту которого находились представители российского императорского дома. Вот что он написал в своем дневнике. «И увидевшие сели в лодки и отправились на корабль. На кормовой палубе стояли две белые высокие фигуры и серенькая низенькая сбоку их. Ясно, кого они представляли собой. С большим трудом мы попали на трап и очутились на крытой палубе. Немедленно консул, а за ним и я представились их императорским высочеством, великим князьям Сергию Александровичу и Павлу Александровичу. Вскоре появился его высочество великий князь Константин Константинович. Экая троица ангеловидная». В Яффа в середине XIX века в христианском квартале, а он располагался над портом, были основаны консульства Британии, Германии, Греции, Персии, Франции, Австрии, Испании и, конечно же, России. Российское консульство было основано еще в 1820 году. А через 36 лет было основано Российское общество пароходства и торговли, которое отправляло корабли с паломниками из Одессы на Афон и Яффа. Прибыв в порт Яффа, простые паломники еще в течение нескольких дней ожидали, пока турки сформируют караван. И тогда уже в сопровождении турецких солдат пешком в течение 3 дней они поднимались в святой город. Ситуация изменилась тогда, когда была проложена железная дорога из Яффа в Иерусалим. Но об этом мы поговорим в следующей части. С вами был гид по Святой Земле Сергей Алексейчик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И храни нас всех Господь!